8 августа этого года исполняется 2 года со дня начала агрессии режима Саакашвили против народа Южной Осетии. Мы все помним эти августовские дни, когда после фактического объявления перемирия, после того, как президент Грузии Саакашвили выступил по грузинским телеканалам и сообщил о том, что на завтра, 8 числа, отправляет в Цхинвал своих переговорщиков для того, чтобы продолжить прерванный ранее переговорный процесс. Через несколько часов вероломно напал на Южную Осетию, вероломно грузинские вооруженные силы обрушили всю свою мощь на спящий город Цхинвал, и началась уже всем известная 5-дневная война Грузии против Южной Осетии. Чем дальше мы отдаляемся от этой даты, тем масштабнее ощущаются те преступления, которые совершили грузинские вооруженные силы в Южной Осетии. Здесь, конечно же, речь идет о тех крупномасштабных, беспрецедентных разрушениях, которым подвергся город Цхинвал, другие населенные пункты нашей страны. Здесь речь идет о тех массовых убийствах, которые были совершены грузинскими военными на территории Южной Осетии. В подавляющем большинстве это старики, женщины, дети. Это беженцы, которые пытались спастись от этого ураганного огня и выехать в безопасные места. Народ Южной Осетии долго будет помнить об этих ужасах. Мы никогда не забудем то, что творилось 8, 9, 10 августа 2008 года на нашей земле. Мы считаем это преступлением против человечности. Мы считаем действия режима Саакашвили тяжкими преступлениями, у которых нет срока давности. Мы уверены, что ранее или поздно всем придется ответить за эти античеловечные деяния. Сегодня наш народ будет вспоминать всех, кто погиб в Южной Осетии, мирных граждан, солдат российской армии, которые пришли на помощь народу Южной Осетии. Мы будем вспоминать наших братьев и сестер, защитников города Цхинвала, которые погибли, защищая свои дома, погибли, защищая свою родину. Вечная им память. Сегодня народ Южной Осетии будет отмечать эту скорбную дату. В городе Цхинвале состоятся траурные мероприятия в ночь с 7 на 8 августа. Это именно в то время, 11 часов 35 минут 7 августа, начало варварской артиллерийской атаки на город Цхинвал. Весь народ Южной Осетии будет находиться на центральной площади города Цхинвала, на центральных площадях районных центров. К нам приедет очень много наших друзей, гостей, которые вместе с нами будут разделять вот в эти траурные дни и вспоминать тех людей, которые погибли, тех людей, которые пришли к нам на помощь и отдали свои жизни ради спасения народа Южной Осетии. Народ Южной Осетии безмерно благодарен народам Российской Федерации за искреннюю поддержку, за искреннее сострадание и сочувствие
и ту реальную помощь, которую с первых же дней начала агрессии оказывалась Южной Осетии. Мы безмерно благодарны президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации за те решения, которые были приняты в те тяжелые августовские дни, решения, которые спасли народ Южной Осетии от физического истребления. В Москве в эти дни также состоятся траурные мероприятия на территории посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации. 7 августа в 23 часа 35 минут будет приспущен государственный флаг нашей страны. Будет объявлена минута молчания. Будет некая акция траурного такого, стояния у посольства Республики Южная Осетия. А на второй день, 9 августа, мы всем составом правительства, а также наши друзья, которые нас все время поддерживали в Москве, мы пройдем в храм Христа Спасителя, где будет отслужена панихида по невинно убиенным гражданам нашей страны, по солдатам и офицерам российской армии, которые погибли в Южной Осетии, и конечно же, по нашим братьям и сестрам, гражданам Республики Южная Осетия, солдатам осетинской армии, которые сложили головы, защищая Родину. Вот такие мероприятия намечаются и в Южной Осетии, и в Москве, и во Владикавказе, и в других городах России, там, где есть у нас диаспоры. Мы всем миром будем вспоминать эти дни и, вспоминая те тяжелые дни, конечно же, будем адресовать слова благодарности всем, кто в эти тяжелые часы находился рядом с нами, кто поддержал нас и не дал свершиться тем коварным и античеловечным планам, которые вынашивались в Тбилиси по уничтожению Южной Осетии. Спасибо.